Здорово, с вами Сер на канале Акустивил, и в этот раз мы продолжим анализ интересных фактов, аллюзий, глубоких смыслов текстов песен Рамштайн. К слову, не забудьте посмотреть первую часть разбора на моем канале. Возможно, вы как фанат мало что знали значение текстов или просто о тонкостях написания песен, и теперь у вас есть уникальная возможность узнать немного больше. До того, как я начну, предложу вам подписаться и напомню, что это бесплатно. Скажу, что это уникальная возможность для вас, так как на моем канале меньше 300 подписчиков. Представьте, весь контент я делаю только на такую маленькую аудиторию, даже не вставляя нигде рекламу или спонсорский контент. Что это, разве не эксклюзивность? Также, подписавшись, вы ничего не теряете, но взамен, возможно, получите некую полезную для вас информацию или же развлекательный контент. Итак, начнем. Это был своеобразный ответ на вторжение Америки в Ирак. Тема кока-колонизации и строительства Диснейлендов с неизменными Микки Маусами по всей Европе стали прямой сатирой на доминирование американской культуры по всему миру. Рихард Круспе довольно неожиданно сравнил песню «Америка» с земляничным тортом. Я люблю земляничный торт на самом деле, но если я его съем слишком много, мне будет плохо. Этот сингл группы Рамштайн был выпущен в сентябре 2004 года. К песне снят видеоклип, в котором показана глобализация и проникновение американской культуры во все уголки земного шара. Мы видим, как небольшое племя африканцев ест пиццу, буддисты жуют гамбургеры, запивают их колой, бедуин носит кроссовки, индиец курит культовые сигары Lucky Strike. Все перечисленные герои смотрят американский канал и подпевают Рамштайн. Даже сама песня почти целиком на английском языке из-за того, что США навязали всему миру свой язык, сделав его международным и заставляя петь песни на нем для продолжения гастролей. Под конец выясняется, что астронавты липовые, и съемки видео проходят при декорациях так же, как и все, что идет из Америки, надо полагать. Клип на песню Рамштайн Auslander менее замысловатый, чем нашумевшее радио и тем более Deutschland. Впрочем, с другой стороны, сама песня более простая. Может показаться, что в ней поется о секс-туризме, об иностранцах, которые любят заводить романы в других странах, может быть и так. Но выход клипа подтвердил некоторые догадки фанатов, поэтому разберем вкратце смысл клипа. Участники группы предстают перед нами в образе моряков, причаливших на спасательной шлюпке к берегам Африки. Их сразу встречает местное племя аборигенов, а мальчик у берега даже держит несколько табличек с приветствиями на разных языках, быстро заменяя английское welcome на немецкое willkommen. Рамштайн одеты как исследователи Африки, или же как солдат колониальных войск. Помимо одежды пустынного цвета, они носят пробковый шлем, стереотипный атрибут британских колониальных войск. На самом деле, такой шлем используется и в германских колониальных частях с 1902 года. Колонисты знакомятся с племенем и с их вождем. Им все рады, начинаются танцы, пляски и охота. Тиль Линдеман в образе миссионера учит африканских детей. При этом, судя по надписи на доске, он учит их тому, что, собственно, интересует этих колонистов. Далее он же рисует африканскую женщину с видом опытного художника. Однако он совсем не умеет рисовать, как мы все прекрасно знаем, мы ведь его фанаты. Его рисунок напоминает каракули, а сам он пачкается краской, делая умный вид ценителя своего же искусства. Все это говорит нам о том, что колонисты не намерены учить детей или продвигать искусство в африканские массы. Их интересует только собственная выгода. В данном случае, в контексте песни, это примитивная связь с местными женщинами. Все это так или иначе кратко отражает суть европейской колонизации Африки. На протяжении сотен лет европейцы колонизировали черный континент и, прикрываясь благородными мотивами, использовали местное население в качестве дешевой рабочей силы, возили жителей Африки в Америку в качестве рабов и так далее и тому подобное. В конце концов, Рамштайн уплывает, оставив рожденных от них детей, забирая драгоценные слоновые бивни. На руках местных африканских женщин мы видим метисов и белых детей. Такое наследие оставили колонисты местному племени. Примечательно, что оставшийся Кристиан Лоренс на последних кадрах становится вождем племени. Таким образом, с первого взгляда в этом клипе с помощью образов европейских колонистов и африканских аборигенов обыгрывается незамысловатая тема сексуального контакта с иностранцами, о чем, собственно, и поется в песне. Но есть иное мнение, что в клипе и в песне Auslander присутствует политический подтекст. Образ плывущих на лодке участников группы перекликается с образом приплывающих в Европу беженцев в Северной Африке. Заигрывание с ними частично отражает чересчур толерантную позицию Евросоюза. Некоторые европейцы также полагают, что положение мигрантов и беженцев в Евросоюзе и в Германии в частности слишком привилегированные. Им платят пособия, дают льготы, учат и помогают адаптироваться к жизни в новой стране. Одним словом, нянчатся как
абориген с участниками группы Рамштайн в клипе. Не всегда это находит отклик. Часто бывает так, что принимаемые европейцами меры все равно не действуют на беженцев, они живут по своим законам, не желают социализироваться и становиться немцами или французами, в общем, европейцами. Кроме того, есть проблемы с сексуальным насилием, исходящих от мигрантов, а сексуальный подтекст один из основных в этом клипе. Закладывался ли на самом деле такой смысл в клипе, точно сказать нельзя, но образ колонистов действительно имеет много общего с образом мигрантов в Евросоюзе. Кроме того, само слово «Auslander» дословно переводится с немецкого как «иностранец», однако в основном используется с легким пренебрежительным оттенком. Точного соответствия в русском языке у слова нет, но иногда его можно перевести как «приезжий». Немцы используют слово «Auslander» в тех случаях, когда говорят о приезжих из других стран в негативном ключе. Are you from Russia? No, I'm from England, America! И так сразу стоит сказать, что в общем и целом песни прежде всего для немцев и про немцев, про прошлое и будущее Германии. Песни в клипе просто туча отсылок к истории Германии, к ее современным политическим проблемам. Но все-таки нам тоже интересно, о чем поют Тиль Линдеманн и команда. Чернокожая девушка в клипе олицетворяет собой Германию, это даже указано в титрах. Девушку зовут Руби Коми, родилась она уже в новой, объединенной Германии в 1991 году. Это очень символично. Собственно, она олицетворяет собой мультикультурную и толерантную Германию, которой мы видим ее в настоящее время. В самом начале клипа римские солдаты встречают чернокожую женщину-варвара. Она олицетворение Германии того времени. Ну, собственно, на протяжении всего клипа. Указанный год, 16-й год от Рождества Христова, это дата битвы при Идиставиза. В ней римские легионы, вторгнувшись в Германию, победили ополчение германских племен под командованием Арминия. Собственно, с германскими племенами воевала долго и упорно Римская империя. И именно под натиском древнегерманских племен она как раз таки пала. Рим разоряли вестготов в 410 году, вандалы в 455 году. В 476 же году вождь германцев Оdoакр заставил отречься от престола последнего римского императора. Символично. Кадры средневекового сражения, в ходе которого чернокожая девушка-рыцарь выдружает флаг, это отсылка к 30-летней войне, в которой схлестнулись протестанты и католики Германии. Дерущиеся в кастетах Тиль Линдеманн и Рихард Круспе олицетворяют внутриполитические противоречия Германии после проигрыша в Первой мировой войне. Отражено противостояние коммунистов и нацистов в 1920-х годах. Столкновения на митингах Германии. На дерущихся, естественно, делают ставки. Дирижабль на фоне идущих вперед и одетых в черные участников группы — это, несомненно, отсылка к катастрофе дирижабля Гинденбург. Кто бы сомневался. Немножко информации. Авиационная катастрофа, случившаяся 6 мая 1937 года с дирижаблем Гинденбург на авиабазе Лейкхрест в городе Манчестер. При попытке совершения посадки, после сброса якорных канатов, дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 секунды. На его борту находилось 97 человек. Катастрофа потрясла весь мир и промышленность в области воздухоплавания и авиации. Первые полосы газет были посвящены крушению дирижабля, а радиоведущий Герберт в прямом эфире сообщил радиослушателям о трагедии. Было много споров и разбирательств на тему причины возгорания. Также разрушители легенд в 70-м в своем выпуске опровергли версию, в которой Гинденбург потерпел крушение из-за очень огнеопасного состава краски, а не из-за водорода в баллонах. Возвращаясь к Рамштайн, участники группы, скорее всего, американцы, отказавшиеся продавать нацистской Германии, да и всем другим странам, гели для заправки летательных аппаратов. В результате дирижабль заправили взрывоопасным водородом, что стало причиной катастрофы. После этого события, к сожалению, эра дирижаблей пошла на спад. И теперь мы их чаще можем увидеть в каких-нибудь киберпанковских фильмах или аниме. Также есть версия, что уходящие люди в черном олицетворяют собой закат позитивной немецкой технологической мечты и переход к созданию ракет, самолетов для развязывания войн и так далее. Далее мы видим партфункционеров ГДР и герб ГДР на фоне. Тиль Линдеманн в шляпе, вылитый Эрих Хонекер. Космонавт со шлемом СССР, вероятно, олицетворяет собой Йена Зигмунда, летчика-космонавта ГДР и первого немца в космосе. Партфункционеры ГДР пьют шампанское, украшены орденами и братаются с советами. Этими кадрами Рамштайн пытается показать нам отрыв верхушки ГДР от простых немцев. Богатая девушка с немецкими овчарками в сопровождении бойцов спецназа — олицетворение уже современной Германии. А в современной Германии элиты далеки от народа, ограждены от простых немцев, согласных с политикой Меркель, бойцами спецназа, собаками, дубинками и слезоточивым газом. Далее идет вроде бы как отсылка к инквизиции, за спиной которой
которой церковные верха пировали, пожирая тело Германии, в то время как под столом творилась содомия, то есть намек на моральное разложение церкви. В кадрах также мелькают солдаты в форме 18-19 века, что можно трактовать в том плане, что и в то время ситуация не поменялась. Верхи пируют, разлагаются, низам достаются объедки. Есть версия, что это солдат Наполеона Бонапарта, который захватил Германию и организовал марионетческое государство, Рейнский союз. Далее у нас идет отсылка к послевоенной ФРГ. Несмотря на декламируемую свободу, послевоенная ФРГ была марионеткой США. В кадре немцев в тюрьме, кстати, построенные на американский манер, избивают. При этом сыпятся деньги. Отсылка к финансовым вливаниям США. А есть еще версия, что это период Веймарской республики, которые после поражения ФМВ унизили, растоптали, отняли территории, принудили к выпадам репараций. А куча денег — это отражение гиперинфляции того периода. Далее идет отсылка к Третьему рейху. Изображение концлагеря и взлетающих на его фоне ракет Фау-2. На виселице члены группы, олицетворяющие собой жертв нацистского режима. Судя по знакам, которыми помечали заключенных в концентрационных лагерях, на виселице евреи, еврейский политик, гомосексуалист и коммунист. Не секрет, что технологический прогресс нацистов основан на использовании и эксплуатировании других народов. Эти кадры уже вызвали тонны критики, но она как минимум здесь не к месту. Далее отсылка к RAF или Road Army Fraction, фракция Красной Армии. Эта радикальная террористическая организация действовала в Западной Германии в 1960-70-х годах. Она ответственна за ряд банковских налетов, убийств и покушений на высокопоставленных чиновников. По сюжету клипа группировка берет в заложники Германию. В этом кадре мы видим Тиле в роли Гудрун Энслин. Далее чередуются разные исторические моменты: сжигание еретиков на кострах инквизиции в средневековье и сжигание книг с нацистским режимом. Средневековые инквизиторы братаются с нацистами, рядом стоят рыцари времен 30-летней войны. Здесь Рамштайн упрекает церковь в Германии того времени в союзе с нацистами. Кстати говоря, на пряжках ремней солдат вермахта был выпит девиз «Гott mit uns». В переводе «Бог с нами». С этим девизом они вторглись во многие страны, в том числе и в СССР. В итоге Германию сжигают на костре инквизиции церковники, рыцари и нацисты, но она перерождается в виде ангела и беременна. Далее над элитой ГДР рушится потолок, олицетворение крушения ГДР. А кстати говоря, многие немцы с теплотой вспоминают времена ГДР. Существует даже такое понятие, как остальгия, то есть ностальгия по той стране. На фоне большого барельефа Карла Маркса идут войска, причем войска уже современные. Судя по всему, Рамштайн намекает на то, что силовики и охранители современной Германии ничем не отличаются от своих коллег времен ГДР, а может зашли еще дальше. Ну и самые политически острые моменты — это беременная Германия. Далее иносказательно члены группы Рамштайн поднимают демографическую проблему в Германии и проблему с мигрантами. Не секрет, что с рождаемостью в современной Германии дела обстоят не лучшим образом, и убыль населения правительство компенсирует мигрантами. Кадрами с рождающимися щенками Рамштайн как бы намекает на то, что ничего хорошего из этого не получится. Это самая очевидная версия. Но эти щенки сами по себе породы Леонбергер. Ценная и редкая порода, которая была на грани вымирания, поэтому, скорее всего, смысл здесь был несколько иной. Вся современная мультикультурная политика Германии надежно охраняется силовыми структурами, о чем нам говорят кадры с расходами митингов. В окружении солдат вермахта бывшие заключенные расстреливают солдат СС. А вот сюжет с космонавтами раскрывается только в самом конце. На протяжении клипа люди в космических скафандрах, судя по всему, олицетворяющие будущих немцев, изучают мрачное великое наследие прошлого. Но в итоге гроб с телом Германии отправляется в космос. И это олицетворяет собой либо прощание немцев будущего с Германией прошлого, либо же просто смерть Германии. В таком случае, по мнению участников группы Рамштайн, в погибели Германии стоит винить внутреннюю разобщенность, отдаление верхов от низов, мультикультурализм, нездоровую толерантность и миграцию. Также чернокожая девушка в золотых сияющих доспехах на обложке данного сингла очень схожа с гербом Германии, черным орлом на желтом фоне. Подытожим, в клипе отображена история Германии с древнейших времен и до самого нашего времени, а может быть даже с попыткой заглянуть в какое-то некое будущее. Германию во все времена раздирали противоречия. История Германии — это история мрачных преступлений, больших технологических достижений и, собственно, основной смысл клипа Рамштайн Deutschland — предостережение современным немцам, рядовым и принадлежащим к элите, что что-то неладно в Германии. И, собственно, такая попытка пойти против политики партии вызвала тонны негатива со стороны правозащитников, сионистских и других организаций, которые пытаются найти в клипе отсутствующие там оскорбления жертв Холокоста, оправдание нацистов или современную нетерпимость к мигрантам. И напоследок хотелось бы упомянуть еще одну немаловажную деталь. Интерпретация печально прославленной нацистами фразы «Deutschland über alle» — Германия превыше всего. Из
известной песни немцев 1941 года. В одном из переходов фраза звучит после строк «Кто заберется высоко, тот упадет на дно», что как бы тоже намекает на изложенное ранее. Баллада о красивой, но пустой женщине. Мужчине хочется увидеть в ней что-то кроме тел, но он понимает, что та не способна любить. Также поднимает социальную проблему привязанности современных людей к материальным вещам. Собственно, бриллиант и олицетворяет эти материальные ценности. Вся песня посвящена любви мужчины, как мы думаем, к женщине, который восхищается ею, называет ее бриллиантом, истинным идеалом. Цитирую: «Ты сделала так, что весь остальной мир вокруг меня исчез». Слова, показывающие истинную любовь. Но в каждом куплете звучат нотки сомнений, что на самом деле это любовь не любовь к мужчине, к женщине. Ведь в конце каждого куплета автор кричит: «Отпусти меня, ты высасываешь из меня душу». И как итог признание в том, что объект любви всего лишь камень, то есть что-то материальное. Можно предположить, что и то, что песня может быть отсылкой к тому, что любить только за внешний вид невозможно. Люди любят не оболочку, а человеческую душу. И как бы ни была идеальна женщина, даже красивая как бриллиант, но она оказывается всего лишь красивым камнем, если не затрагивает других нот твоей души. Также в тексте присутствует игра слов, то есть shine — это не только блеск, но и иллюзия или обман. Все мы знаем, что когда песня начинается со слов Hallo, kleines Mädchen. все становится ясно. Рамштайн приглашает вас в ужасную историю. Название песни «Холоман» — это выдуманное слово, состоящее из двух корней. «Хало» — привет, собственно, и «ман» — человек. Дословно можно перевести как «приветствующий» или «приветливый человек». За приятным названием в последней песне альбома скрывается зловещий смысл. Главный герой — любитель детей. Все. И не только мужчин, но и женщин. И детей. Будем считать, что в песне речь идет об отношениях парня и девушки. Он восхищен девушкой и просит ее станцевать, спеть для него. Некий ореол таинственности песни заключен в соблазнении этой самой девушки Холоману. Он увозит девочку на пляж, делает свое дело и, видимо, убивает. На самом деле музыканты Рамштайн не давали официальных комментариев касательно смысла этой песни. На текущий момент перед глазами стоит только старенький клип Ника Кейва и Кайли Миноуг на песню Wild Rose, где сюжет примерно такой же. По своему звучанию Холоман напоминает трек Das Alt Light, особенно в части соло. Что-то вроде некой баллады, очень близка также к знаменитой песне Амур. Кстати, текст песни основан на стихотворении Sing for Me или «Пой для меня» из сборника Линдемана «В тихой ночи», которых, к слову, я использовал и в прошлом своем видео для разбора другой песни. Многие строчки, использующиеся в том числе для припева, тут идентичны. Итак, предлагаю вашему вниманию данное произведение. Секунду. «Пой для меня. Я достаю своего зверя из глубокой норы, влажного, как край поля. Помнишь кольцо на его шее? Чтобы стоял там один, где мы найти сумели». А вот, кстати, припев, который повторяется. «Пой для меня, с придыханием пой. Пальцев рук уже и не видно. Пой для меня, пой. Из кольца палец я выну. И ужасный огонь в ночи выходит из печной дыры. Звери дико рычат и брызжут искрой угли. Зверь мой стоит горячий. Пой для меня, с придыханием пой. У киски осталось кольцо. Танцуй для меня, танцуй. Твой песик поджал уже хвост». Песня посвящена проблемам садомазохизма. В тексте говорится о насилии в отношении женщины, которую чуть не забивают до смерти. Из-за многочисленных споров и дискуссий текст подвергался цензуре много раз. Так, на некоторых концертах Лифа Тура игралась версия «Ich tu mir weh». В переводе «Я сделаю себе больно». В Германии живое исполнение этой песни запретили из-за ее провокационного смысла. Однако затем решение о запрете было отменено. И вот уже в 2016 году группа подала в суд на Германию с требованием возместить финансовый ущерб вследствие временного запрета на
на альбом Liebesfreude. Группа потребовала в качестве компенсации 66 тысяч евро. Временный запрет на альбом был признан незаконным по оценке Боннского районного суда. Песня исполнялась почти на всех концертах Liebesfreude тура, однако с некоторыми оговорками. На концертах в Латинской Америке в основном игралось только начало. Лишь на концерте в Чили была исполнена полностью, но без спецэффектов. В Liebesfreude туре во время живого исполнения клавишник группы обычно спускался к вокалисту и сваливал его с ног. Между ними завязывалась потасовка, в исходе которой Линдеманн на плечах относит и бросает второго в железную ванну, а затем с подъемника поливает ее искрами из бидона, сопровождающимися взрывами, символизируя расплавленный металл. Что ж, хочу поблагодарить вас, если вы досмотрели данное видео до конца, и сказать, что я тоже получил большое удовольствие, рассказав вам обо всем этом. Не забывайте самовыражаться в комментариях. Возможно, я что-то узнаю от вас новое. Надеюсь, до скорых встреч.